Всем привет, друзья! С вами Алекс Моторный. На связи город Харьков. Спешу поделиться с вами новой порцией новостей, интересной информацией. Может, вы чего-то не знаете, не в курсе происходящего в Харькове. Если вы будете смотреть мой канал регулярно, то вы будете в курсе всего. С вас подписка на канал, лайк под видео, с меня прогулки по Харькову, знакомство с городом и масса интересной информации. Кстати, на YouTube-канале Алекс Моторный уже 50 тысяч подписчиков. Спасибо вам, друзья, что смотрите канал, подписываетесь, оставляете комментарии, ставите лайки и даже дизлайки. Ваша поддержка для меня крайне важна. Это лишь начало нашего с вами пути, ведь дальше будет еще больше города Харьков и интересного контента, связанного с ним. Спасибо вам всем еще раз огромное. Ну а теперь к новостям нашего города. Харьковская областная военная администрация хочет закрыть дворец детского творчества, который находится в центре Харькова. Его решили присоединить к станции туристов на новых домах, а после реорганизации обустроить там коммерческий парк развлечений для детей и даже предоставление ветеринарных услуг. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр. В первый день учебного года 2024-2025 Харьковская областная военная администрация направила письмо на имя председателя Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко с просьбой вынести на очередную сессию вопрос о прекращении деятельности Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества путем реорганизации присоединения к другому коммунальному учреждению Харьковской областной станции юных туристов и переименовать все это в Харьковский областной центр внешкольного образования. Интересно, что письмо подписал не лично Олег Синегубов, а его заместитель Евгений Иванов, в связи с тем, что начальник Харьковской областной военной администрации находился в служебной командировке. Так сказано в письме. Иванов – непрофильный заместитель в сфере образования в Харьковской областной военной администрации, а за распределением обязанностей отвечает за промышленность, земельные вопросы и региональную политику. Почти одновременно с письмом от Харьковской областной военной администрации на территории эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества на улице Коцюбинского, 15 у входа появились стенды с визуализацией концепции реконструкции эколого-натуралистического подразделения с устройством гражданской защиты. Автор проекта и тот, кто его согласовал, остаются инкогнито. Никаких исходных данных на этом борде нет. Работники эколого-натуралистического отдела Дворца детского и юношеского творчества, где хотят делать эту реконструкцию, ничего не знают об этом. Более того, на территории отдела в августе начал работать геодезист. То есть речь идет уже не о реорганизации эколого-натуралистического отдела, а реорганизации всего дворца и присоединения его к другому коммунальному учреждению. В августе работникам предоставили проект филиала коммунального учреждения – Харьковский областной дворец юношеского и детского творчества эколого-натуралистического профиля на базе отдела. Создание филиала пытались провести через приказ директора дворца. На собрании трудового коллектива работники выступили против этого новообразования, а через 3 дня на территорию отдела приехал сертифицированный геодезист и приступил к работе. Из того, что поняли работники отдела, реконструкция предусматривает строительство нового парка развлечений и коммерческую деятельность вместо педагогической и воспитательной. Есть опасения, что из-за строительства пострадают все коллекции растений и зеленых насаждений, а занятия с детьми станут невозможными. По словам работников Дворца детского и юношеского творчества, чиновников интересует не только территория эколого-натуралистического отдела, но и здание по адресу Сумская, 37, проект реконструкции которого появится в сотрудничестве с ЮНИСЕФ. В
Харьковском областном совете подтвердили существование документа от Харьковской областной военной администрации с намерениями присоединения Дворца детского и юношеского творчества к туристическому кружку. Этот вопрос изучает юридический департамент облсовета, и его будут включать в повестку сессии, которая состоится 20 сентября. В Харькове из торгового центра на Гагарина убрали скульптуру советского космонавта Юрия Гагарина. Фигура космонавта в космическом скафандре без шлема много лет стояла между этажами в торговом центре. Он словно спускался по ступенькам. Первоначально памятник установили в гипермаркете МКС. Это был 2001 год. Он стоял на наружной лестнице. После того, как компания стала банкротом в 2010 году, фигуру перенесли в торговый центр на проспекте Гагарина. Сейчас его в торговом центре нет. Соответствующее фото было опубликовано в телеграм-канале «Деколонизация Украина». Напомню, что летом 2024 года в Харькове проспект Гагарина переименовали. Он стал называться Аэрокосмическим. На улице Георгия Тарасенко, ранее Плехановская, была демонтирована советская звезда, которая долгие годы была на шпиле одного из домов. Речь идет о доме на углу улицы Георгия Тарасенко и Молочной. Он построен на месте разрушенного во время войны в 1939-1945 годах кинотеатра «Ротфронт». На первом этаже этого дома также был кинотеатр. Сейчас эти помещения занимают магазины. Высотная башня, венчающая дом, в свое время вызвала резкую критику за архитектурные излишества, что привело к отставке ее создателя, в то время главного архитектора города Кринкина. Возведен дом в 1954 году, а осенью 2023 года дом был поврежден ракетой «Искандер». Также в Харькове демонтирована мемориальная доска композитору Исааку Дунаевскому. Памятная доска была установлена в 1989 году на здании по улице Ярослава Мудрого, ранее улица Петровского. На доске размещались портрет композитора и надпись: «В этом доме жил в 1923-1924 годах выдающийся советский композитор Исаак Осипович Дунаевский». Кроме этого, харьковские активисты требуют убрать мурал Дунаевского, который находится на здании по улице Москалевской. Создали его в сентябре 2019 года. В центре мурала авторы изобразили самого Дунаевского. Возле его головы нотный стан со скрипичным ключом и нотами. Активисты «Деколонизация Украина» требуют убрать советского композитора со стены здания. Многие из вас, наверное, видели интервью, где премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в Харькове принято решение о децентрализации генерации и теплогенерации. Кто не видел, я коротко сейчас расскажу. Накануне отопительного сезона в город завозят и устанавливают мобильные котельные мощностью 1 мегаватт каждая. Ответственность за их установку и настройку возложена на местные власти. Ситуация в Харькове критическая. Все теплоэлектростанции, которые ранее обеспечивали город теплом, были полностью уничтожены в результате российских атак. Более того, Харьков в результате обстрелов лишился объектов не только тепловой, но и электрической генерации. Сейчас Харьков получает электроэнергию из других областей. Мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что Харьков станет энергетическим островом. До конца 2024 года в городе будет установлено 141 единица специального оборудования. Это когенерационные и газотурбинные установки, трансформаторы и блочно-модульные котельные. Известно, что в Харькове уже установили 34 блочно-модульные котельные вместо разрушенных обстрелами.
На днях случился пожар в районе села Черкасские Тишки Харьковской области. Пожар из полей позже перекинулся на село. Сгорело 6 частных хозяйственных сооружений, 3 единицы гражданской техники, а также ранее разбитый обстрелами жилой дом. Всего горело 20 гектаров. С огнем боролись более суток. Я 2 отделения вам отдаю. Переключайтесь на... Нет, удаление. Ну а в самом Харькове чего только не увидишь. Даже такое. Конкурс на разработку проекта восстановления Харьковской областной государственной администрации, которая была частично разрушена в результате ракетного удара 1 марта 2022 года, а также общественной зоны, прилегающей к площади Свободы, объявил фонд Нормана Фостера. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Игорь Терехов и подчеркнул, что это особый проект для города, ведь здание Харьковской областной государственной администрации является символом свободного и несокрушимого Харькова, а его восстановление станет данью памяти каждому погибшему от того удара. Мэр пояснил, что конкурс является частью совместной работы по разработке концепции генплана города в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией ООН, харьковскими архитекторами и международными экспертами.